Всем привет! Добро пожаловать на мой книжный канал. Меня зовут Сэм, и это мое самое первое видео. Сегодня я буду оформлять свой книжный планер на 2021 год. Идеи для разворотов я увидела у других блогеров и захотела повторить у себя. Хочу сразу предупредить, к сожалению, я не художник и не мастер каллиграфии, поэтому заполняю и пишу как умею. Итак, с левой стороны у меня расположилась цитата, которую я нашла в интернете. There's a million books I haven't read, but just you wait. Что в переводе может означать что-то вроде «Есть миллион книг, которые я не прочитала, но вы только подождите». С правой стороны приклеиваю кусочек крафтовой бумаги и на нем белой ручкой пишу 2021, а снизу Reading Journal. Вы увидите, что все мои подписи на английском языке, просто мне так удобнее. Затем идет индекс или содержание. Так со временем будет проще находить нужные развороты. Дальше место для книжных целей. В этом году у меня их 7, и в следующем видео расскажу о них подробнее. Теперь я рисую таблицу для отслеживания своего чтения. Я весьма недовольна своим линером. Чернила местами пропадали, и приходилось прочерчивать линию по 2, а то и по 3 раза. Хотя не исключаю, что мне какой-нибудь бракованный линер попался. На следующем развороте размещаю обложки книг, которых жду в новом году, и даты их выхода. Тут запишу список всех непрочитанных книг на моих полках. Потом, по мере их прочтения, буду закрашивать кружочки. В этом году хочу перечитать несколько книг. Их названия будут на развороте слева. А справа список циклов, которые нужно закончить. Следующий разворот нужен чисто для визуального удовольствия. Под конец мои пальцы просто были готовы отвалиться. Одна из моих целей, спойлер, прочитать 100 книг. Каждую буду отмечать соответствующим цветом. Физическую – зеленым, аудиокнигу – темно-зеленым и электронную – желтым цветом. Далее список всех прочитанных книг. Название, количество страниц, дата начала и конца прочтения и мой рейтинг. Этот разворот для обложек любимых книг за месяц.
Приклеиваю прямоугольные куски черной бумаги. Криво. Пыталась оторвать, но ничего не вышло. Пришлось оставить так. Еще один способ лишиться пальцев – результаты за каждый месяц. Буду отслеживать количество книг, прочитанных физически, в аудио и электронном формате, общее количество книг, сколько было прочитано страниц всего и в среднем, средний рейтинг и сколько книг было куплено. Хочу читать больше, чем покупаю. Следующий разворот экспериментальный. Хотела попробовать что-то интересное, но сильно об этом пожалела. Да выпендривалась. Проблема в том, что в тех местах, где я отрезала лишнюю бумагу, с другой стороны страницы тоже начали отходить. Надо придумать потом, как их склеить. В общем, тут буду отмечать даты выхода видео и записывать идеи для будущих. У меня отключилась запись на этом месте, поэтому просто пролистываю уже готовые развороты. Это место для списков. Когда буду готовить видео с подборками, вроде «Лучшие книги для подростков» и тому подобное, этот разворот окажется очень полезным. Переходим к январю. Обложка слева, список книг на прочтение справа. Здесь буду отмечать дни, когда удалось почитать. Внизу своего рода расписание чтения, когда планирую начать и закончить очередную книгу. Конечно, это все примерно. Если буду что-то покупать, то отмечу на этом развороте название книги и цену. Но я недооценила количество свободного места, и его хватит на весь год. Так что этот список лучше было бы разместить в начале. Это трекер страниц. Буду отслеживать, сколько страниц прочитано каждый день. Остановилась на 200, потому что вряд ли смогу читать больше. А это более подробная статистика за месяц. Какие жанры были прочитаны, в каком формате, рейтинги, количество страниц, дата публикации, пол автора, на каких языках были книги, на какой возраст рассчитаны. И если вдруг захочу отследить что-то еще, для этого тоже есть место. И, наконец, последний разворот. Здесь буду отмечать свои мысли, заметки по поводу каждой конкретной прочитанной книги. Это все, что я решила добавить в свой планер. Да, возможно, какая-то информация повторяется или может показаться лишней, но я люблю всякие списки, диаграммы. В конце года мне будет очень интересно посмотреть на свои результаты. А вы ведете книжный дневник? Если да, то что вы записываете или отслеживаете в нем? Буду ждать ваших комментариев. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Как непривычно это говорить. А мы увидимся в следующем видео. Пока!